Здравствуйте еще раз. Тема сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, фундаментальное строение мира. Когда я говорю об этой теме, необходимо сразу же по возможности производить практику управления с точки зрения фундаментального именно строения мира. То есть речь идет о том, что аспект фундаментальности с точки зрения Бога в строении мира – это есть также аспект мгновенного практически действия. То есть действие и фундаментальный смысл явления и мира – это практически одно и то же. Поэтому для Бога любое действие как является фундаментальным, так и является действием, исходящим от как бы следственного все-таки признака, потому что с точки зрения Бога любое действие – это есть действие, которое в любой точке равнозначно. И получается, что когда мы говорим о таком явлении, мы должны сразу же видеть фундаментальный уровень личным управлением. Поэтому в данном контексте данный уровень управления заключается в том, что действие и, например, осознание – это одно и то же практически. То есть если мы хотим получить какой-то элемент реальности, например, предположим, там, излечение от сложного заболевания или там, сверхбыстрого управления, то это действие должно происходить как в нашем сознании, так и в любой другой системе, да? Как, в том числе в реальности, в физической, например, реальности. Тогда получается, что фундаментальное управление в данном случае это есть то, что Бог дает как осознание практичности действий с точки зрения познания мира. И поэтому фундаментальное строение мира в данном случае это есть уровень познания, то есть познаваемости явления в том числе. И когда мы хотим, например, данный подход использовать как подход совершенно практический, то нам нужно познаваемость рассматривать как элемент связи, например, внутренних явлений ваших с внешними явлениями реальности. Когда вы можете совершенно четко сказать, что вы находитесь на фундаментальном уровне познания, как бы личностный фактор осознания реальности, и при этом вы вполне можете сделать вывод как бы следующего характера, что ваш фундаментальный план и изменяемый мир внешний, да, это одно и то же. То есть вы находитесь в структуре истинного, то есть истинно-структурного, как бы глубокого уровня, во многом это божественный уровень управления миром. И получается, что фундаментальное строение мира с точки зрения именно моего учения о Боге, это есть то, что Бог дает как систему практически сверхпознания, то есть систему мгновенного познания реальности и систему одновременного управления данной реальностью. То есть это уровень, который позволяет любой фундаментальный аспект осознать как уровень, в общем-то, и теоретический, и практический, и уровень осуществления действия. Исходя из этого, фундаментальные законы строения мира с точки зрения Бога – это есть закон передачи информации человеку и Богу одновременно, то есть Бог себе сразу же передает информацию, так же, как и человеку, и закон осознания в определенных участках реальности одного и того же. То есть и Бог, и человек осознают одинаково определенные системы реальности. Так и должно было, в общем-то, быть, потому что Бог, Он дает уровень управления, который, в общем-то, подразумевает то, что Бог все равно понимает так же, как и человек. И поэтому получается, что когда мы рассматриваем данный процесс управления, то здесь уровень познания как бы одних и тех же элементов реальности одинаковым образом, это уровень на самом деле строения физического тела человека с точки зрения Бога. И вот когда мы рассматриваем данный процесс более внимательно, то получается, что Бог воспринимает физическое тело человека как определенный фундаментальный аспект мира с точки зрения его Бога. И получается, что мы имеем такой уровень управления, что физическое тело человека осознается как человеком, так и Богом одинаково. И получается, исходя из этого, мы вполне можем регулировать движение своего, например, физического тела с точки зрения развития в сторону, например, вечной жизни, в сторону, например, практического здоровья, если мы рассматриваем такую позицию, а как Бог видит человека, то есть как Он нас видит. Тогда получается, что мы прежде всего должны познать уровень мира с точки зрения Бога, просто на логическом уровне.
И далее этот уровень распространить практически на уровень своего действия. То есть должны создать свое действие так же, как Бог, осознающий физическое тело человека, создает для него действие. В принципе, ну, вроде бы как уровень это многосложный получается вот, в идеологии, в практике, но по сути мы этим постоянно, вообще говоря, пользуемся. То есть люди могут видеть фундаментальный уровень мира для самого человека в элементарных действиях. И это знание, оно расположено в сознании Бога. Когда мы начинаем выделять в структуре развития человека какие-то, например, уровни, которые соответствуют именно божественному уровню, например, сознание Бога, то человек видит божественное, соприкасающееся с ним. И мы вполне можем сказать, что, например, вера человека в Бога – это есть действие, которое осознанно изначально и идущее от Бога. То есть Бог дает веру. И поэтому, когда человек начинает верить, то он, например, там, может излечиваться, да, может совершать какие-то благоприятные действия как бы к нему идут сами по себе, потому что Бог так расположил от веры в Бога. То есть фундаментальный смысл строения мира с точки зрения Бога – это вера в Бога, в бесконечном развитии Бога и человека одновременно. И когда мы, например, здесь начинаем рассматривать именно фундаментальный смысл управления с точки зрения такого вот макроуровня мира, то есть фундаментального статуса мира, то здесь надо обязательно разделять в принципе как бы смысл фундаментального строения мира как такового, например, да, с точки зрения личности, с точки зрения там, каких-то объектов информации, а вот с точки зрения Бога фундаментальное строение мира это есть вечная жизнь человека и Бога одновременно. И поэтому, когда мы рассматриваем такой процесс, как процесс связи, духовной связи, так скажем, Бога и человека, то для Бога именно фундаментализм строения мира – это есть познаваемость и Богом, и человеком одновременно следующего статуса мира. Вот, предположим, мир изменился там, через секунду, да, какие-то связи видоизменились, тогда и Бог, и человек должны практически одновременно осознать это изменение, потому что ведь мир, он на самом деле жестко устроен с точки зрения развития информации. И, естественно, человек участвует в этом процессе, то есть он определенным уровнем воспринимает это изменение. И получается, тогда чем он воспринимает? С точки зрения того, делать так, как Бог. Это именно безусловное действие. В фундаментальном строении мира, с точки зрения Бога, человек устроен также аналогично, и он может улавливать все изменения осознанно. Получается, что человек находится в структуре своего создания Богом в этом смысле. То есть человек, если захочет рассуждать, как он устроен фундаментально и как ему, например, там, восстановиться, как сделать благоприятными события, он должен увидеть, как его создает Бог, то есть работу Бога. Но учитывая, что значит, создается человек сразу же как уровень макрожизни, то есть проявленным во всех явлениях реальности, то получается, что он может видеть определенный только центр создания с точки зрения своего восприятия. То есть он может видеть, например, свет создания самого себя. И когда он этот свет воспринимает, то есть, например, дифференцирует, как он создается, он вполне может этим светом восстановиться. То есть вот в данной сегодняшней лекции достаточно выделить этот фрагмент понимания в сознании человека, и можно восстановить, например, свое физическое тело. Ну, то есть сделать его, например, там, здоровым. Вопрос только в том, сколько нужно этого свечения на себя пропустить, потому что создание от Бога – это не свет, например, непрерывный, только лишь там мощный и яркий, это часто бывает только один импульс, ведь Бог и в одном импульсе имеет все. То есть вот здесь надо выделить достаточно тонко уровень нужного оттенка света. И здесь получается, что фундаментальный уровень управления – это есть выделение сверхмалого оттенка, ведь вера человека часто строится на уровне как бы отсутствия внешней информации. Человек может верить, но он при этом может не иметь какой-либо там, убеждающей информации. Да? И получается, что уровень отсутствия как бы, да, физического носителя информации, то есть объема информации, тем не менее уровень правильности пути – это тоже уровень божественный. И с точки зрения этого человек вполне может иметь, например, статус вечного развития, если он просто верит, что он там вечный. То есть вот как человеку проверить, что он вечный? Он взял, предположим, подошел к дереву, потрогал дерево рукой. Осознание
как бы более жесткая реальность, ну, там, некая другая среда, да, дерево. Но в момент прикосновения соприкасается фактически вечность человека, то есть бесконечный мир человека, бесконечно это значит вечно. И вечность, например, некого объекта информации, ну, такого как дерево. И получается, что вот в момент соприкосновения это есть Божий акт взаимодействия, ну, как бы разных элементов реальности. И получается, что с точки зрения Бога реакция дерева должна быть такая же, как реакция человека. И когда мы, например, в фундаментальном смысле для Бога же все объекты информации равны, смотрим на данное явление, то получается, что дерево думает и осознает так же, с точки зрения Бога, как думает, действует и осознает человек. Если человек осознал, что он бесконечен, он придает свойства бесконечности дереву. И дерево тогда нельзя, например, там, поджечь, сломать, там, разрубить и так далее. И даже не потому, что там кто-то это не может сделать, например, топором, да, или бензопилой, а потому что так располагаются уже тогда события вокруг дерева, что никто и не подумает там, взять топор, например, да, и рубить данное дерево. И получается, что статус развития человека – это и статус божественного развития в фундаментальном смысле по отношению к другим объектам реальности. Почему человек по образу и подобию Божьему, он создан именно так, что он распространяет знание Бога фактически к другим объектам реальности, потому что другие объекты уравнены для Бога. Ну, получается, как бы, да, некий такой треугольник, где статус Бога – это и статус распространения через человека, вечности развития. И исходя из этого мы вполне можем сказать, ну, например, там, вылечить какое-то заболевание можно даже действительно там каким-то, ну, называют, предположим, понятие биополя там, или какое-то действие там, дерева и так далее. На самом деле, ну, с точки зрения вот данного, да, уровня моего учения, речь идет о том, что мы самовосстанавливаемся, придавая структуру вечности дереву. И исходя из этого, получается, что чем больше мы, значит, ну, реализуем таких функций управления во внешней реальности, то тем лучше для всего окружающего мира и для нас. То есть можно восстановиться, придав фактор бесконечности какой-то молекуле в какой-то галактике. Просто выделите нужную молекулу и нужную галактику. То есть принимайте решение самостоятельно, и свет, ну, как бы рычаговый уровень света, идущий от данной галактики, может восстановить вашу клетку или вас в целом. Для этого только надо знать, как Бог, например, мог бы подумать с точки зрения вечного развития, что является вечностью для следующего уровня развития мира в целом, в фундаментальном смысле всего мира. И тогда получается, что мир, он является вечным в познании, и он является вечным, потому что вы его так можете воспринять. То есть восприятие, вообще говоря, мира – это и есть вечность мира. Когда вы его таким воспринимаете, то получается мир дает структуру вечности, уже распространяемую от как бы него, от внешнего уровня мира к вам. Получается, что свет вечности, он уже становится бесконечным для вас. То есть вы можете создать функцию бесконечности в своем сознании. Стоит только придать структуру вечности внешнему, фундаментальному именно уровню мира. И получается, здесь можно сформировать, например, слова, то есть начальный статус слова. Здесь можно сформировать там какую-то систему, связанную с описанием галактики. Но здесь, когда вы начинаете формировать, например, описание галактики, вы видите, что вы фактически формируете саму галактику. Вопрос только в том, как, например, убедиться, что это, ну, действительно идет формирование именно галактики, потому что в физическом действии на Земле, например, убедиться просто, а вот для отдаленного элемента реальности это уже вопрос. Но так же, как через структуру отдаленного света вы можете, в общем-то, остановить какой-то процесс макропроблемный или там, остановить клеточный свой уровень, то получается здесь также вы можете действовать от себя в плане том, что вы просто верите в данное явление, потому что вы не верите, например, просто как, например, в логику, да, явления, а в то, что вера – это есть истинная, то есть внутренняя вера, а именно вера души. То есть ваша душа расположена на то, что вы верите именно в фундаментальный смысл строения мира, и через этот смысл начинаете управление. Например, почему фундаментальные науки, ну, например, там, математика, физика, именно фундаментальные части этих наук, или любая вообще другая наука, любое действие фундаментальное, это есть действие, исходящее из внутреннего уровня, вообще говоря, в первую очередь веры в то, что данный уровень действительно фундаментальный. Вот как разделить уровень фундаментальный от нефундаментального в обычном прикладном понимании?
в каком-то действии инженерном, там, математическом или в профессиональном, или просто в личностном. Ведь любое явление с точки зрения Бога, оно, в общем-то, опять же, одинаково. Так вот, фундаментальный уровень – это уровень, опять же, веры. То есть вот вера, идущая от вас в то, что вы воспринимаете как уровень именно фундаментальный, потому что ведь в действии, в личностном действии человека понятие фундаментального уровня – это достаточно все-таки условное понятие с точки зрения результата, потому что получается, что человек, который, например, достигает результата через, например, фундаментальное управление или там, через просто какое-то элементарное действие, для него без разницы, он должен просто достичь результата. Чтобы не взорвалась АЭС, надо сделать только то, чтобы она не взорвалась. Как он воспринимает свои действия, фундаментальным или просто как какая-то следственная мысль, это уже не важно. С точки зрения Бога фундаментальным является также достижимость действия. То есть любое действие, получается, является фундаментальным человека. Для самого человека и для Бога. И действительно, ведь с точки зрения оценки личности, значит, любое действие, оно происходит во всеобщей взаимосвязи человека и всей реальности. Значит, он находится как бы в фундаментальном центре мира, по логике. Все явления завязаны на него в том числе. И как бы вот отделение как бы следственного действия от фундаментального, это есть уровень развития логики человека с точки зрения уже божественного осмысления. То есть Бог дает себе возможность осмыслить действия человека так же, как это делает человек. То есть Бог себе придает человеческие качества для того, чтобы помочь человеку осознать его следующее божественное действие уже из фундаментального смысла развития реальности. То есть вечного развития и познания, в общем-то, фундаментальных законов, связи, например, Бога и человека, Бога и реальности. Ведь Бог и реальность – это не значит, что это Бог и человек обязательно. Бог и внешняя реальность – это может быть совсем другое. Как Бог неразрывно связан там, с внешней реальностью, с тем же деревом, там, с тем же там, любым там, камнем, с какой-то молекулой. Это есть точка зрения человека. А связь человека и Бога – это есть личностная точка зрения, потому что связь человека и человека – это только бывает личностная точка зрения. А уж не говоря о том, что Бога и человека. И вот здесь вот элемент веры – это есть действие распространения связи, например, Бога и человека на внешние элементы реальности с точки зрения того, что их человек может понять в их вечном развитии. И тогда получается, картина примерно такая, это как совершенно знакомая комната, где все явления известны, все предметы известны, и человек находится в среде, в общем-то, в которой ему все очень знакомо с точки зрения вот этого именно подхода. То есть он находится в комфортной среде, и эта среда, в том числе его физическое тело. То есть физическое тело человека всегда осознает Бога, находящегося либо рядом, либо там на каком-то расстоянии. И вот это вот видение физическим телом Бога, это есть формирование души в вечное развитие и души, и тела, физического тела. То есть вот душа и физическое тело неразрывно связаны. Здесь это можно просто как бы пощупать, да, на уровне доказательства, логического в том числе. И получается, что так же, как Бог неразрывно связан с любым элементом реальности, так же и душа человека неразрывно связана с телом. И когда мы задаем вопрос, например, где связано, в каком месте, да, где какие-то там системы проявления души, то мы можем вполне увидеть сопоставимые органы души. Например, там сердце души находится в районе там, правого легкого, там, мозг души в районе там, щитовидной железы и выше, и так далее, и так далее. Да? И при этом единственная разница только в том, что душа может видоизменяться в контурах тела. То есть душа – это всегда физическое тело человека. И вот переход от как бы, уровня, в общем-то, формирования души по отношению к телу, это есть уровень организации физического тела. Например, для непарных органов структура органа души просто находится в другом месте. Значит, если сердце в центре примерно чуть-чуть левее, то сердце души, да, соответственно, правее. Печень справа, значит, печень души, соответственно, налево, в районе поджелудочной железы, и где-то с акцентом на селезенку. Чтобы восстановить селезенку, что нужно делать? Надо как бы работать фактически как бы со структурой печени души и так далее. В парных органах структура находится души чуть ниже. Просто, например, правая почка, так скажем, сопоставимая с почкой человека, вот в физическом плане, находится просто ниже. Поэтому, чтобы восстановить
например, почку, да, физическую, можно в этой технологии просто концентрироваться на почке души и все. Просто ее во внимание держать, но надо держать именно структурой души. И вот получается, что фундаментальная структура мышления, вот душа — это фундаментальная структура мира, может приводить к физическим следствиям, то есть, например, восстановление здоровья. Если вы хотите уже дальше мыслить душой, то вы должны видеть, что вы мыслите душой, например, а не, предположим, там, структуры мозга, да, физического как такового, или там, структуры клетки. Вот разделение мышления структуры души, то есть фундаментальным планом управления, и, например, как бы следственным уровнем, там, духовное восприятие, это тоже как элемент как бы предмышления или даже мышления. Можно мыслить и духом, но тогда четко проявлено расстояние. Дух — это расстояние, это есть бесконечное развитие, то есть элемент действия, элемент развития. Например, мышление духом я могу где-то в этом районе мыслить. Если я захочу мыслить духом, например, внутри структуры души, я должен сделать волевое усилие. В то время как мыслить душой можно в статике. Душа — это и есть мышление в том числе. И поэтому, когда мы начинаем искать такие вот неразрывные, в общем-то, системы связи, то получается, что такой же уровень неразрывности имеет, естественно, Бог. То есть, идя здесь как бы обратным, да, способом уже к Богу, мы видим, что Он всегда действительно присутствует. И вот уровень неразрывности, например, с физическим телом, где он проявлен, это есть, вообще говоря, развитие физического тела в сторону вечности. То есть вот где физическое тело человека растет в сторону вечности, где его душа проявлена как структура вечности с точки зрения осознания человеком, именно фундаментального плана самого человека, это есть присутствие контакта Бога. То есть там есть контакт Бога и человека, так же, как Бог контактирует с любым внешним элементом реальности, там, где он неразрывно связан. Вот неразрывная связь Бога и человека — это есть также фундаментальное строение мира. Как только мы видим эти каналы, мы можем быстро срегенерироваться, мы можем получить совершенно правильный ход событий, но нам нужно знать, где часто это понятно. Это вот именно, как я объяснил, элемент, да, роста, развития. А вот чем Бог связан с человеком? Если с точки зрения человека это понятно, то понятно только на логическом уровне восприятия. Ведь логика как бы производная система развития человека, и получается, что как только человек начинает думать, а чем же он связан с Богом, то получается, что он использует следственную часть. И здесь возможно только лишь мышление душой, там, где нет элемента восприятия как такового на логической фазе. Но как бы мышление душой, вот в душе, когда происходит мышление, здесь получается, что оно, в общем-то, не отличается. Это человек, когда очень опытен и видит, что проявлена оптика души, он может сдифференцировать, что он мыслит душой. Часто люди мыслят душой, ну, как бы не отдавая себе отчета. Возможно, это напоминает некое состояние там, как бы некой такой грусти, печали, как бы как предвестник перехода на уровень души. Даже не печали, а состояние близкого как бы к этой вибрации. Да? Но на самом деле душа, так же как и Бог, изначально истинные, ну, собственно говоря, печали, ну, как бы в прямом, что ли, смысле душа не содержит отрицательной системы восприятия. Вот восприятие формирует, да, систему некой печали. То есть приближение к фундаментальному смыслу — это есть удлинение, углубление, ну, некий такой уровень, как некое дно колодца. И вот этот звук, как бы нарастания именно принципа фундаментализма, это есть как бы уровень отзвука, ну, близкий по вибрациям, но не структура души. Печаль — это то, что человек не понимает в фрагменте своего же, например, уровня души. Вот достаточно выйти в эту систему и дать знания уже логически. Почему человеку нужны логические знания? Он на логике, например, воспринял, передал информацию, и получается, что тогда душа может иметь дальнейшее развитие в вечность. Но когда мы смотрим на то, что все равно же в душе есть все знания, перерастание в логику, то есть из души эти знания переходят в логику где-то, а потом как будто бы логика дает эти знания опять душе. Да? Также и Бог же построил мир, Он построил мир так, что любой элемент информации как бы передает сведения любому другому элементу, на самом деле, информации, и причем так, что как будто бы эти знания как бы новые для другого элемента.
А по сути любой элемент информации содержит все системы связи. У него есть, вообще говоря, все знания. Получается, в чем же тогда есть смысл развития? Почему душа в статике — это тоже система бесконечного развития? То есть она как бы не проявляет движения, тем не менее это есть бесконечный уровень сверхбыстрого развития. Потому что здесь речь идет о свободе уже дальше личности. Вот когда элемент информации воспринимает себя как свободный элемент, да, он находится практически на уровне достижения любого управления. Почему вот Бог все-таки сознательно воспитывает у людей полную свободу действий? Потому что полная свобода — это значит абсолютное, по сути, это созидание, потому что совершенно свободный человек, он рассматривая систему управления как систему развития мира в фундаментальном плане. А вот как бы двинуть мир в фундаментальном плане на развитие, дать ему рост, это всегда созидание. Если где-то есть несозидательная структура, мир как бы не расширяется. И получается, что это элемент только созидания. Как только вы начинаете эту структуру воспринимать, то ваша внутренняя гармония — это есть то, что видите вы перед собой уже в виде конкретной информации. То есть гармония — это информация. И когда вы так рассматриваете позицию, вы видите, как душа мыслит. То есть можно просто вот взять и посмотреть, ну как вот человек там что-то делает, шьет там, да, какой-то работой занимается. С точки зрения этой гармонии видно, как душа мыслит. Причем совершенно конкретно. Это видно как действие души. И когда вы начинаете видеть структуру действия души, то получается, что ваша, ну, в общем-то, система, что ли, развития, духовного в том числе развития, фундаментального понимания строения мира с точки зрения Бога, это есть уровень объединения с Богом в статусе именно как бы конечной вечности, если так можно выразить, ну, в кавычках, да, то есть вечности в полном ее понимании. И когда вы начинаете этот статус осознавать, то видно, что структура вечности — это все-таки конечная величина в плане осознания, в плане работы с этой величиной. То есть, чтобы жить вечно, да, есть конкретный алгоритм, связанный как бы с распаковыванием информации вечности. Так же, как вечная и бесконечная душа постоянно дает следующий уровень развития событий. Как только вы стыкуетесь на таком уровне информации, дальше совершенно понятно становится следующее действие, что вы практически начинаете владеть механизмом вечного развития, находясь как бы в обычном спокойном состоянии, ну, то есть делая свои какие-то обычные дела, но делая их в структуре именно постоянного познания вечного развития. Тогда получается, что данная система познания — это есть ваши действия, любые, даже логические, да, в общем-то, не только там система макроуправления через, например, там, ясновидение, или через, например, структуру развития там, доступа там, фрагмента сознания и так далее, да, какого-то отдельного, а именно любое бытовое действие. Ведь задача Создателя, Бога Единого, заключается в том, чтобы любое действие человека было вечным и привносило следующий фактор вечности. То есть любое действие как бы бытового, да, уровня, там, логического уровня, уровня решения проблемы, даже на духовном плане, значит, не только на физическом, любое действие должно приводить к следующему уровню познания именно вечного развития. То есть как дальнейший уровень должен быть вечным. И почему именно так, а не иначе. То есть здесь существует много вопросов, на которые надо сразу находить ответы. И когда эти ответы формируются в вере, например, там, в вере в Бога именно, и в вере Бога по отношению к вам, то есть надо распознать еще и уровень, что Бог вам здесь верит так же, как человек верит Богу. Ведь изначально Бог всегда верит людям. Значит, так как все-таки люди — это уровень, созданный им, получается, он, естественно, и верит, ибо он все знает, да, про них. И каждое его действие по отношению к человеку выражено в вере в его действия, в то, что он их там научит, например, там, бесконечно жить и так далее, и так далее. И когда вы смотрите, где проявлена вера именно Бога по отношению, например, к людям, то вы видите, где вы можете, в общем-то, почерпнуть именно веру в Бога, как бы обратный уровень, да? Это есть действие бесконечно совершенное и как бы совершенное в бесконечности. То есть
вот понятие бесконечно совершенного действия, здесь в данном случае это просто как бы больше именно оборот речи, где я показываю, что человек осознает фундаментальный смысл сделанного. То есть бесконечно там человек написал картину, он совершил все-таки бесконечно совершенное действие. То есть он при условии, что картина будет уже там вечно развиваться и давать следующий уровень информации, то получается, что его действие это есть действие бесконечно выраженное, да? Или бесконечно совершенное в момент создания. Совершение и создание это одно и то же. Акт совершения и, в общем-то, акт следующего уровня развития это практически одно и то же. И тогда мы получаем, что чтобы сделать действие бесконечным, мы должны осознать элементарное любое действие, там, движение духа, души или же элементарное действие вместе с этими явлениями управления, да, как действие, идущие, например, как к вам от Бога, так и вы, действующие по воле Бога, то есть понимающие волю Бога, и при этом вы остаетесь совершенно свободными. То есть уровень, что вы действуете абсолютно самостоятельно. Тогда получается, что Бог проявлен как ваша личная свобода действий, ваша личная воля. И вот этот контакт Бога и человека, это есть абсолютная свобода и Бога, и человека. Бога как дающего знания вечного развития, так и человека, который контактирует с Богом по своей свободе. Ведь истинная свобода – это и есть контакт с Богом, правильное понимание, это логически. И получается, что исходя из этого, вот эта точка контакта, о которой я сказал, выражена в понимании, в познании. Вот точка контакта – это и есть знание. Бог контактирует с человеком в знании. Знание – это есть определенное выражение Бога. Это есть определенный статус, и, в общем-то, это в том числе физическая реализация Бога. Человек, который, например, может почерпнуть знания, да, он может сделать в том числе какие-то машины, и так делается в мире, и получается, что он сопоставимо может развиваться с тем, как, например, дает развитие Бог. И в данном случае форма-то разная, машина имеет отличную форму от человека, например. Также и Бог, создавая какой-то элемент реальности, дает следующую структуру различную, потому что каждый следующий элемент развивается однотипно. Если человек строит мир многообразный, атом строит мир тоже однообразный с точки зрения одинаковости, например, для Бога, но и для атома тоже, но и в том числе разнообразный. Хотя, в общем-то, атомы, они совершенно, казалось бы, одинаковые с точки зрения человека, но с точки зрения одного атома и другого, здесь существует как точка зрения человека, ну, не все, конечно, атомы одинаковые, но, по крайней мере, основное количество может быть совершенно одинаковым в поле зрения, да? И получается, что мы имеем такую же структуру в атомарном мире, то есть человек, который, например, смотрит на атомы, для него атомы одинаковы, так же, как когда Бог смотрит на любое явление реальности. А вот атом, когда как бы реагирует на другой атом, там совершенно подобная же конструкция, так же, как человек строит другие совершенно структуры, там здания, машины, дороги и так далее. Сажает там какие-то леса, да, фруктовые деревья может сажать и этим же питаться. Или там пшеницу сеять. И получается, что один человек, но проявление многообразное. Форма одна, а проявление разное. Также и в атомарном уровне. Получается, что с этой точки зрения мы можем познать, как влияет тогда на материю. Изучите механизм реакции, то есть восприятие одного атома другим, и вы вполне можете влиять на атомарный уровень. Тогда какие у вас проблемы? Войдите в клетку, восстановите ее, да, с этой позиции. Там же дальше просто технический элемент дела. Достаточно вникнуть в фундаментальный смысл строения системы, и дальше вы начинаете работать. Для вас работа сопоставима с тем, что вам не обязательно представлять какой-то именно атом, что вам сложно в него войти, вам достаточно выделить большой блок мышления и изучать атомы в системе их взаимодействия. Их можно увеличить там, до бесконечных размеров. Вы увеличите атом до бесконечных размеров, и все свойства будут вам известны. Они будут как на ладони, там нет проблем. Изучите связи, посмотрите, как один атом влияет на другой. И можете всю систему управления вшить просто в один атом. Или взять, например, вшить его
ну, вот этот импульс, что ли, управления, да, по норме, возле атома, вообще тогда вы ничего не используете, даже атом не трогаете. Вам достаточно только передачи информации, идущей на атом. И, кстати, многие сложные заболевания, которые, например, ну, там, сложно поддаются макроимпульсам, да, с точки зрения управления, потому что здесь я не имею в данном случае в виду именно макроспасение, потому что все проходит через макроспасение, а именно мощный, да, макроимпульс. Он может как бы пройти систему, если заболевание находится, ну, как бы структура заболевания, да, в фундаментальном смысле находится на микрофазе, как бы, и тогда можно класть очень сильные световые системы, но они не будут задевать именно микроструктуры. А вот как бы в этой системе вы вполне можете взять, именно в этой системе фундаментального познания мира с точки зрения Бога, вы можете вполне взять, вставить импульс полного здоровья возле какого-то там своего атома или вообще любого другого. И главное только провести сигнал как свойство восприятия этого атома. То есть основное с точки зрения Бога, что правильное восприятие любого объекта информации, если вы довели до атома свою норму, да, норму событий, там, тела или вообще норму какой-то галактики, то получается, что данная система нормируется. Достаточно только одну норму выразить. Поэтому, чтобы лечить себя или другого, не обязательно смотреть морфологический атлас или там, предположим, очень жестко, предположим, привязываться к какому-то конкретному заболеванию. Достаточно только нормировать восприятие любого объекта по отношению к норме. То есть как бы убедите атом, что вы здоровы, и вы будете здоровы, ну, условно, да, выражаясь, или прямо выражаясь. И получается, что вы, как бы исходя из этой картины реальности, получаете, опять же, доказательство связи любого элемента информации с любым другим. Как только вы попрактикуете с этой системой и осознаете, ну, в общем-то, ее систему реализации ваших действий, то вы увидите, что никакая информация не является для вас скрытой. То есть любую информацию вы увидите изначально, и любое действие, которое, например, там, созидательное, положительное для вас, вы можете подтвердить только своей работой. Вот что колоссально важно для вечного развития при бесконечном развитии мира, получается, что очень важно уметь, значит, убеждаться или иметь, например, целостный, там, точный путь развития только потому, что вы обладаете механизмом данного действия. Там даже речь идет о том, что не просто там верить, но верить это часто очень важно, а именно, что вы точно знаете, что какая-то система управления действует правильно, даже если вы ее, вообще говоря, ну, как бы не реализовывали где-то ранее. Потому что многообразный мир, он подразумевает то, что вы всегда совершаете правильное действие, вы живете в любой системе управления. И получается, в данном случае, вот с точки зрения данного механизма, именно фундаментальный мир, то есть фундаментальный подход к управлению, это есть уровень, который обеспечивает вот данное свойство реакции, например, вашей души. То есть мышление души в данном случае это есть точность и правильность управления, например, через духовную фазу познания. Или то, что перед телом нет физических там проблем, или нет духовных проблем, или нет событийных проблем в целом, да? И получается, что смысл как бы движения между событиями в данном случае, он заключается в том, что вы двигаетесь все время своим собственным путем, он хороший, он, в общем-то, соответствует вашим целям, идеям, замыслам. И вот если речь идет о каких-то, возможно, отрицательных событиях, это очень небольшие и очень отдаленные фрагменты какого-то света, небольшого. Но как только вы начинаете видеть этот фрагмент и то, что отрицательное событие все-таки это не свет, а больше как бы темная фаза восприятия, ну, как бы, ну, скажем так, тьма, да, так можно назвать, то получается, что там и свет, и тьма, то есть темный фон и светлый, это есть как бы проскок, маленький небольшой проскок, как бы небольшого светлого уровня на темном фоне. И вы сразу же можете дифференцировать, что есть не норма. Тогда вам что, достаточно всего лишь навсего, ведь вы находитесь в фундаментальной системе мира, у вас нет проблем, вы взяли этот кусочек маленький света, рассмотрели, что за событие. То есть рассмотреть можно очень просто,
либо войти, как бы распаковать структуру, то есть увеличить, приблизить к как бы близкой системе сознания, наиболее там, что ли, близкой, да, в данной точке, и смотреть, к чему это относится, вообще говоря, в вашей жизни или где-то в другом месте. И здесь вот имеет значение, конечно, эффект как бы занятости. Если вы чем-то заняты, вы можете не обратить внимания. Ну, то есть общий признак формы света, он не очень проблемный, вы пошли дальше, да, по своей дороге. Если он все-таки проблемный, или признаки физической реальности, они таковы, что вы где-то находите признаки реакции, да, сместите мир. Просто возьмите эту структуру плоскости, отодвиньте темной подальше, все. И этот свет, который характеризует, да, как бы событие, ну, например, в отрицательном плане, он начинает видоизменяться. Или он рассеивается, и темный фон тогда также рассеивается. То есть темное всегда представлено светлым уровнем возможности решения этой проблемы. Вот именно с точки зрения фундаментального строения мира. Получается, что путь, он достаточно, в общем-то, ну, несложен, что ли, в геометрическом, что ли, уровне восприятия реальности. То есть вы идете очень просто и очень свободно. То есть уровень гармонии мира там таков, что у вас в принципе сопротивления нет. Надо только отдаленный сигнал взять и вовремя как бы вообще обратить на него просто внимание, хотя бы обратить. И получается, что так же как, ну, например, на фундаментальных каких-то системах управления, в исследованиях фундаментальной науки и так далее, именно фундаментальный уровень, это есть уровень часто на самом деле более простой. То есть, когда вы понимаете фундаментальный уровень, все прикладные, это уже следственные и более простые в решении. Хотя дальше они могут усложняться. То есть, вот вам стоит только выйти из фундаментального плана, и у вас появляется куча, массы событий, которые как-то движутся, там, как пчелиный рой, и в них надо еще разбираться. А когда вы находитесь на фундаментальном статусе управления, вы очень долгое время, возможно, ну, очень даже длительное, там речь идет, там, может быть, даже не о днях, а о месяцах. Там такой статус управления. И вы можете выделять очень как бы изредка какие-то, ну, там, небольшие, может быть, проблемные системы, и просто их корректировать, и все. В этом разница принципиальная. Человек, находящийся на фундаментальном именно уровне управления с точки зрения Бога, он может быть очень длительное время, ну, совершенно спокоен. То есть он может... Здесь даже принцип такой, что идет мышление в большей степени как мышление души, причем как бы предфакторное, то есть до того, как возник какой-то фактор, например, отрицательного или там внешнего управления, не обязательно отрицательного. Там очень просто видеть как бы узловые связи. Дальше можно выйти как бы в структуру внешних событий и спокойно, если вам это хочется делать, как бы регулировать уже следственные признаки. Но тогда вам придется использовать как бы мощные световые потоки, вам придется как бы увеличивать ресурс управления, хотя часто это очень бывает эффективно, и здесь рождается именно уровень эмоций. Вот, то есть как вот рассмотреть, где вообще возникает эмоция. Значит, тогда получается, мы вполне можем здесь это рассмотреть уровень как бы внешнего динамичного управления, где сверхвысокие системы, где уже материальный мир и так далее, и уровень фундаментальный, где мир в принципе обозначен только вашей личной реакцией. В данном уровне вы сами определяете свой собственный мир. Как правило, в этом мире часто работают дети, да, в такой системе управления. Для них внутренний мир и как бы внешняя система – это часто то, что они из себя создают и начинают выводить во внешнюю реальность. И получается, что ну, через какое-то время, может быть, там, в быту, как-то бытовые системы, которые человека, в общем-то, немного в этом плане передвигает на уровень больше событийных систем. И получается, что когда мы, например, хотим событийную систему сделать как систему, например, управления, предположим, вам нужно там, создать какую-то звуковую фазу управления. То есть вам нужно сделать не дистанционно, там, не путем коррекции, предположим, за счет знания, да, структуры мира, а произнести слово. Тогда получается, что вы можете произнести слово, произнести, например, там, часть слова, произнести, предположим, там, в общем-то, ну, может быть, даже какой-то звуковой, там, мантровый уровень, но при этом уровень управления словом – это всегда уже событийный все-таки уровень, да? Вы попадаете в фазу события, именно физически, например, проявленного события. Так вот, чтобы синхронизация словесная
не суть важно даже какая, то есть можно, например, делать управление, идущее, например, от вас там, на уровне фундаментального познания мира, и при этом, предположим, внешняя фаза словесная может быть, в общем-то, часто другая. Например, вы едете на машине, вам нужно, чтобы у вас было безаварийное движение, но вы можете по телефону говорить совсем другое, да? Вести разговор на другую тему. То есть словесная фаза управления и уровень как бы вашего присутствия и вашего действия по отношению, например, к событию, это разные фазы. Вот фундаментальный уровень может быть одним, а слово может быть другим. И когда вы, например, делаете стыковку, то есть чтобы слово, например, действовало другим способом, то есть можно сказать одно слово или произнести какой-то один звук, а при этом действие может быть как раз-таки другим, чтобы, например, там машина проехала беспрепятственно, да, в данном случае, потому что ваше тело, как вот Бог присутствует в явлениях, это жесткая связь Бога и явления. И когда вы присутствуете там в какой-то машине, то значит вы же здесь находитесь, и ваш уровень максимального фундаментального, что ли, плана, так скажем, он находится в уровне обеспечения движения, а не в том часто, что вы в этот момент, например, проговариваете по телефону, да, или просто о чем-то думаете даже. Поэтому получается, что уровень фундаментальный и уровень как бы следственный – это часто вещи, в принципе, совершенно разные, так же, как присутствие Бога всегда и везде, и присутствие Бога в конкретном действии по замыслу Бога. И получается, что в этом случае звук-то он не важен. Здесь слово часто значения не имеет. Здесь имеет значение только осознание фундаментального плана управления. И когда вы, например, осознаете, вы можете двигаться, воспроизводя слово уже как уровень обеспечения следующей реальности. И здесь становится понятным, что слово – это есть рождение материальной реальности. Здесь совершенно четко видно во внутренней структуре слово, как рождается материальный мир. То есть свет слова – это есть материальный мир. И отсюда, в общем-то, когда вы начинаете как бы эту структуру рассматривать, то видно, что, предположим, звуковая какая-то система управления или, предположим, система, где вы имеете связь фундаментального и звукового уровня, это уровень, где изначально от слова все равно идет свет как бы в ваш фундаментальный план. То есть слово присутствует и здесь, потому что оно же вами создано, да, с вами как-то взаимодействует в плане именно вашего же развития в бесконечности. Получается, что свет слова как информации, он достигает вашего фундаментального уровня в плане именно проекционном. То есть можно там словом, числом или просто мыслью сместить события в фундаментальном плане тоже, то есть иметь вход как бы внешнего слова во внутреннюю систему событий. И исходя из этого, само управление вот в этом фундаментальном плане, это есть управление, которое на самом деле оно достаточно гармонично для человека, потому что здесь человек не ощущает разницы между, например, словом извне и словом как бы внутри системы. Внутри системы слово – это есть знание, это есть информация. И когда мы так смотрим на события, то мы видим, что мир, по сути, с этой точки зрения устроен очень мощно, информативно. То есть мы можем воспринимать не слово, а информацию. Мы можем влиять на события, там, не переговаривая, например, его, да, это событие. То есть если событие многосложное, там, целый мир, целая галактика, зачем объяснять каждое явление словом? Достаточно повлиять на этот мир. И получается, что когда мы, например, в виде слова начинаем как бы конвертировать информацию на себя, то есть в свой внутренний мир, то здесь мы видим, что слово, как бы доходя до определенного уровня, опять превращается в свет. Как мы воспринимаем слово? Ну, в том числе в виде света и в виде информации. И отсюда ясно, что слово взаимодействие, например, ну, как-то с телом взаимодействие, или не обязательно даже только с телом, а взаимодействие с духом, вот именно с тем духом, который находится в состоянии души. Мы можем видеть, что слово рождает в том числе и определенную как бы систему физической реальности, связанную с вашим физическим телом. То есть достаточно тогда получается там, например, проговаривать какие-то системы управления, цифры, строить, да, и вы можете восстанавливать также свое физическое тело, потому что вы
через слово получили как бы фактически путь передачи вечного фундаментального мира к вам. То есть ну, слово или там образ или цифровой ряд – это элементы восприятия. То есть ваше восприятие формирует вашу собственную вечность. В данной системе это очень просто прослеживается. И исходя из этого, например, вот система передачи, система распространения информации по данной структуре моего учения о фундаментальных процессах, в том числе в мире, или о фундаментальном уровне мира с точки зрения Бога, моего учения о Боге. Распространение информации, знания – это есть уровень понимания мира с точки зрения связи. Вот достаточно человеку правильно понять, он знание сразу же передает. Почему, например, часто в зале я там беру и говорю какие-то часто, ну, в общем-то, сложные, в том числе, вещи, хотя с точки зрения управления они достаточно просты. А потому что в данном случае достаточно воспринять какой-то элемент с точки зрения именно фундаментального строения, и он становится понятным так или иначе. Пусть позже, может быть, или, как правило, понятно это сразу, по крайней мере, значит, ну, как минимум там, тем людям, которые понимают это сразу. И поэтому, когда, например, вы передаете знания, можно их передавать даже очень сложные знания, очень любые, там, в общем-то, сложные, там, простые, значит, лишь бы вы находились сами вот именно в фундаментальном плане понимания мира, тогда получается система передачи даже сложных знаний очень простая, по сути, и быстрая, потому что душа другого человека достаточно просто и быстро воспринимает знания. Главное, чтобы воспринимала в первую очередь все-таки душа человека. Исходя из данной, вот, например, лекции, сделайте управление такое, что приведите, например, в норму событий свои какие-то отдаленные, приближенные планы и сделать так, чтобы в фундаментальном плане, что ли, понимаю, для вас это было одинаково, что влияет на очень отдаленные события, что на близкие. Ведь для фундаментального понятия мира действительно так. Для Бога без разницы, на какое событие, отдаленное и близкое влиять. И вот в качестве практики именно сделайте управление такое. События совместите, любые удаленные и приближенные, и сделайте влияние. Сделайте оптимизацию и нормализацию. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.